Мы продолжаем беседы у камина, и сегодняшний наш собеседник – глава города Кирово-Чепецк Владимир Васильевич Крештов. И я представил вас как должностное лицо, как главу города. А если опустить профессиональную деятельность и задать вам вопрос, кто есть Владимир Васильевич Крештов, как бы вы могли себя охарактеризовать? Может быть, какой-то метафорой, каким-то сравнением? Без метафор, без сравнений, просто Владимир Васильевич Крештов – человек, живущий в этом городе. Давно, 40 лет. Работавший и работающий в этом городе, как сотни, тысячи, десятки тысяч всех остальных. Вот и все. Который создал семью в этом городе. И который, наверное, будет кончать свои дни в этом городе. Вот, собственно, вся проза жизни и вся проза биографии. Хорошо. Как житель города Кирово-Чепецк, однажды на вопрос, чего вам не хватает в городе, вы ответили «счастье». Что для Владимира Васильевича Крештова есть счастье? Вот счастье не только, наверное, для всех счастье. Бог его знает, что такое счастье. Счастье как... Если бы сказали, а что такое абсолютный нуль вот в физике? Это состояние, когда все движение прекращается. Но никто не может, в принципе, вот вообразить, что же вот это такое, что же такое счастье. Счастье, одни говорят, что когда тебя понимают, и ты понимаешь, наверное, взаимное вот это все. Я могу согласиться с тем. Знаете, доживем до понедельника. Там 28 счастья было, описывали ребята. Один говорит, когда тебя понимают. Но, наверное, вот у Аркадия Гайдара в свое время есть определение счастья. Это Сережа Барабанщиков, в его повести «Судьба барабанщика». Он сказал, счастье – это когда не нужно ничего говорить, ничего объяснять. Счастье – это когда и так все понятно. Счастье – это когда тебя понимают. Это вот счастье Сережи Барабанщика. Наверное, счастье каждого человека, когда ты понят, когда ты осмыслен, когда вот тебя понимают во всем. И, наверное, и поддерживают одновременно. И, наверное, ты других понимаешь и поддерживаешь. Когда существует некий конгломерат, в котором ты живешь и в котором тебе хочется жить, легко дышится, и хочется дышать, и хочется вот именно здесь жить. Ничего не меняя порой, я не говорю, можно прикопаться там, как это ничего не меняя, такого не бывает. Конечно, не бывает в жизни. Но когда тебе не приходится сознательно чего-то менять, потому что неосознанно мы всегда и сами меняем, и что-то меняем, и во взаимоотношениях изменяется. Но вот когда у тебя осознание того, что тебе комфортно, хорошо, и ты себя чувствуешь, когда тебе и дышится легко, и смотрится легко, и хочется смотреть на окружающих. И когда ты не видишь ни злобы, ни ненависти, ни зависти, ни жадности, ни прочих вот этих всех причиндал, да, с которыми мы по-человечески осуждаем и боремся всегда, вот тогда, наверное, счастливы. Владимир Васильевич, чуть более года назад нам с вами удалось или довелось отдыхать в одном лечебном учреждении, в одной палате, под наблюдением прекрасного лор-специалиста Александра Симакова. И вот, пребывая в одной палате, я тогда был удивлен одной вашей особенностью. В какой позе вы бы ни находились, лежа, сидя, стоя, у вас в руках всегда был один предмет – книга. Вот откуда этот навык? Я даже не знаю. Вы знаете, Андрей Викторович, школу я всегда говорю, школу я всю просидел и пролежал. Понимаете, я читал лежа.
С книгой, да. Университет я больше пролежал, чем просидел. Вот. Не знаю, но это какая-то потребность. Просто-напросто потребность чтения. Ну, она была сформирована кем-то, родителями, либо вот это откуда-то посетило вас, и вы уже, я думаю, попробовав, не смогли в дальнейшем отказаться от этого? Родители у меня были очень простые люди, но которым я бесконечно благодарен и которыми я горжусь вообще по жизни, что у меня такие родители, и мама, и папа. Но в борьбе за обустройство быта, и моего в частности, да, и пропитание, они работали, не покладая рук, и выстраивание, в общем-то, будущего и моего, и брата у меня старший, он тогда учился, естественно, его всегда поддерживали, и материально тоже поддерживали. И я, когда учился, меня материально поддерживали. Но вы знаете, вот в садике нам всегда читали книги. И мне очень... Книги разные. Но меня поражали тогда и сказки Аксакова, и Пушкина, и Ершова от «Конька-горбунка». Я вообще был в неописуемом восторге. И потом вот брат мой старший поддерживал, наверное, он вот эту тягу к чтению сказок. Вот первая вещь, которую я начал читать самостоятельно, это сказки. И он мне их вот так вот подталкивал. То сборник татарские народные сказки, Тан, Батыр, там великолепные сказки были. Вот. Он подкидывал вот так, и я приобщался, а потом, например, он, когда впервые первую книгу, серьезную, я считаю, серьезную прочитал, Даниэль Дефо, это Робинсон Крузо, вот, мне вообще мир открылся. То есть, вот, наверное, формировали. Брат формировал, школа формировал, садик формировал. Но вот как-то вот... Хорошо, Владимир Васильевич, вернемся все-таки к вашему главному занятию сегодняшних дней, к вашей работе главой города. В одном из интервью вы сказали, сейчас процитирую, «Власть еще никого и никогда не сделала лучше в моральном, этическом и человеческом смыслах». Да. Ничего не изменилось в вашем представлении? Нет. В связи с этим вопрос. Почему, понимая все вот эти издержки, вы все же приняли для себя решение стать частью власти? Вы понимаете, вот, Андрей Викторович, по жизни вот у меня получалось... Я никогда не хотел во власть. Никогда. И я никогда не хотел занимать какую-то достаточно высокую, большую там, ступень в этом обществе. У меня страстное желание было реализовать себя. Я хотел реализовать себя в области науки, но не получилось вот так. Никогда я не стремился стать членом партии вот так. Наоборот, меня уговаривали долго, чтобы я вступил в эту партию. Но когда я начинал что-то делать, и вот так, приходя сюда, я просто старался это делать хорошо. И не потому, что я стремился вот куда-то, а жизнь меня вот двигала. Я не хотел во власть. И не хотел я в депутаты. Но партийная организация областная сказала: знаешь, Васильевич, ты должен. Ну, должен. Я участвовал в выборах. Как? Вот, всю жизнь вот так участвовал в выборах. Ну, уже это в новой России. В той-то России я тоже был депутатом, но там была другая система. Там не, будем говорить, не конкурс предвыборного отбора, а конкурс выдвижения в кандидаты. Понимаете, вот там и выбирали, и вот в этих выборах не ты принимал участие, а
специальные были, ну, будем говорить, органы, если хотите, комиссии отборочные, которые вот так вот подбирали людей, которые бы могли выйти на эти выборы. Я не считаю, что это плохо. Наверное, здесь где-то есть свой положительный смысл. А потом вот только партия двигала. Партия. Вот надо, ну, идешь, надо, идешь. И я считаю, что вот все это скорее воля случая, ситуации и прочее, а не моего личного желания, там, хотения. А когда реализовывалось то или другое, я просто старался, ну, исполнять то, что предписано, ну, добросовестно. Вот и все. Ну, делать то, что я умею, а может, иногда и не умею, но учился вот, и учусь до сих пор. Возможно, ваше попадание в политику, во власть – дело случая, как вы говорите, но вы не создаете впечатление случайного политика, случайного представителя власти. Ну, Бог его знает, со стороны может быть виднее. Хорошо. Владимир Васильевич, не так давно в городе прошел конкурс на замещение должности главы администрации. Вот тот процесс, который происходил, вы как-то сравнили с персонажами одной известной басни «Лебедь, рак и щука». Вот, на ваш взгляд, почему, какова причина, которая не позволила товарищам найти согласие? Ну, а почему вообще не находят согласия вообще по жизни? Потому что каждый осознает только свою правоту и не видит в деяниях другой стороны никаких ни положительных, там, других, только отрицательных никаких моментов. То есть, ну, не достигается компромисс. Мы же с вами говорили о счастье. Что такое счастье? Счастье, когда и ты понимаешь, и тебя понимают. Вот. Значит, не наступила вот эта эпоха. То есть это следствие либо нежелания, либо неспособности слушать и слышать друг друга. И это тоже. И это тоже, но не только желание и способности. Просто интересы корпоративные, иные, я не исключаю корпоративных интересов, они настолько далеки нашему просто-напросто, что они не позволили вот сойтись вот на этой. Ну и компромиссы не всегда они достигаются. Но в конце концов здесь кризис был преодолен. Они в какой-то мере, опять-таки, абсолютного компромисса тоже невозможно быть. Вообще ничего в нашей жизни абсолютного не бывает. Поэтому, конечно, какая-то сторона должна быть удовлетворена в своих стремлениях, интересах. Какая-то, наверное, нет. Вот чтобы все были удовлетворены, такого, наверное, никогда не будет. Просто не будет. Вы сторонник какой системы выборов высших должностных лиц города? Главы, либо главы администрации? Вот я был сторонником, и когда мы делали устав городской, я был сторонником, и до сих пор остаюсь сторонником того, что глава администрации, он же глава города, избирается всем населением города. А глава Думы – это глава Думы, он избирается. Весна на самом деле ассоциируется у людей с солнцем, с хорошим настроением, с возрождением, с вдохновением, пробуждением. Да. Но для нашего города в этом году весна – это еще и время испытаний. Паводок, ледоход, а это больше, чем циклические природные явления. Это испытание для нашего нового моста, объекта, понтонный мост, и испытание в том числе для нас, для власти. И вот обсуждая осенью тему понтонного моста,
Вы как-то сказали, что очень много вокруг этой темы ходит слухов и полуслухов. Вот на ваш взгляд, какова причина того, что в городе вокруг и этой, и других тем ходит много слухов и полуслухов? Вот это следствие чего? Следствие соответствующего уровня культуры, Тут, наверное, при котором для нас слух ценнее факта, либо какие-то другие особенности, либо это следствие может быть дефицита открытой и откровенной информации. Вот на ваш взгляд. наверное, много здесь. Вот знаете, есть притчи, много их притч. Мы разучились радоваться успехам за успехи других. Мы иногда разучились объективно оценивать и достоинства других. И мы, жизнь вот такая, даже в самом хорошем, вот это не люди виноваты, это те условия жизни виноваты, в которые они были кинуты брошены в свое время. И поэтому в достижениях всегда мы ищем какие-то вот эти червоточинку и негативы. Вот такие вот мы. И здесь причин, я говорю, много. И не только они причины, заключенные в самой человеческой психологии и прочее. Это даже и исторические, в общем-то, причины здесь. И вот когда построили мост, так, мост выдержит ли, да? Нет, что-то тут Господи, везде распиливают бюджеты, понимаете? Нет, что-то тут не то. Мы с вами, кстати, причислены к числу тех, кто тоже что-то отпилил. А как же? Если вот с утра до ночи долдонят, пилят, понятное дело. Понятное дело, что Наговицын пилит, а Криштоф-то ему по штату положено, понимаешь? Уж отмахнуть так побольше. Правда? Правда. Вот я и говорю, жизнь так. И настороженность вот идет, как будто вот власть, она противопоставлена интересам общества. И вот эта пропасть, она, извините, она ужасающих размеров. И вот это все проявление вот это. Что бы мы ни делали, есть какой-то в мыслях сразу возникает подвох. Тут неспроста. Тут в своих интересах. Тут раздувают в очередной раз свой карман. Будьте зорче и будьте более бдительными. И в данном случае, вот так, это проявление зоркости, бдительности и чего угодно. А там, где гипертрофированное что-то, зоркость и бдительность, там уже возникает и, извините, может иногда переходить в область клиники уже, клинических проявлений, тут что-то. Не знаю. Вы сказали, что мы разучились радоваться успехами друг друга и успехами города, региона, страны. Возможно, вы имели в виду в сравнении с тем, что было раньше. Что было раньше, конечно. Потому что мы с вами относимся к тем поколениям, которые родились и формировались в Советском Союзе. Вот у меня вопрос. Вы лично как переживали развал Советского Союза? Тяжело. Даже очень тяжело. Вообще я осознаю вот те события, как не только трагедию общества и прочее, личную трагедию, личные горе, несчастья. Очень тяжело переживал.
Мне однажды пришлось столкнуться с таким мнением, когда я общался с жителями города, и кто-то привел сравнение разделения нашего градообразующего предприятия Кирово-Чепецкого химического комбината с развалом Советского Союза. Вот согласны ли вы с таким мнением? Потому что люди, когда я их спросил, почему они так считают, они объясняют тем, что было единое предприятие, была единая организационная система, единая система была социальных гарантий, единая система оплаты труда и много-много-много чего еще. А с разделением люди оказались в различных условиях. Вот на ваш взгляд, можно ли такую аналогию провести? Ну, конечно. Либо это эмоционально? Аналогии можно вообще любые проводить. Но, с другой стороны, если бы разделение, вернее, развал советского... Вот тут, понимаете, вот развал Советского Союза и разделение предприятия, развал Советского Союза был спровоцирован и инициирован, и стал результатом той непомерной классовой, если хотите, межгосударственной борьбы, которая была и началась с возникновением Советского Союза. Сразу. И он был спровоцирован и подготовлен извне. И готовился благодаря, конечно, глубинным процессам и внутри, которые шли тогда в Советском Союзе. Предприятие наше здесь несколько другие причины, но спровоцировано было, да, сменой общественно-политического строя. Но если бы вот разделение союзных республик шло с таким же эффектом, как и разделение вот нашего предприятия, мы бы не в том государстве жили. Я считаю, что разделение комбината при всех натяжках и прочее, оно было произведено более успешно, с более высоким конечным результатом изначально, чем развал Советского Союза. Я предлагаю перейти к вопросу от интернет-пользователей, вопрос с сайта Кирово-Чепецк.орг. Спрашивается, Владимир Васильевич, вас и администрацию города иногда критикуют в городских СМИ. Как вы лично, как глава города, относитесь к критике и к источникам критики? Источником, скорее всего, имеется в виду средства массовой информации. Что можете ответить? Ну, как я отношусь к критике, к справедливой критике. Конечно, критика неприятная вещь. Но вот критика, она в конце концов, вот некоторые лекарства, вот когда принимаешь, неприятно, согласитесь, и горько, и иногда и вкус отторгается. Понимаете? Но вынужден, потому что принимать, потому что иначе положительного эффекта со здоровьем не будет достигнуто. Так и критика. Справедливая критика – это как хорошие нормальные лекарства, потому что они помогают что-то исправить, что-то изменить, где-то, может быть, акценты не те сделать в том-то или в другом. Это нормально, я отношусь к такой критике. Но есть критики, которые ничего общего с лекарствами не имеют. Они скорее относятся к группе ядов. Понимаете? И в передозированной этой, так-то они только отравляют, а могут и летальный конец, окончание, так сказать, спровоцировать. Вот. К этой я отношусь плохо. Вообще плохо. К любой несправедливости и жизненной,
и оценочный к любым инсинуациям, в чей бы адрес они не совершались. Я очень плохо отношусь, по-человечески, плохо. За что вы любите Кирово-Чепецк? Кирово-Чепецк за то, что я в нем живу, за то, что он мне предоставил эту возможность, за то, что он дал мне возможность состояться здесь как отцу, как человеку, за то, что это мой кров, мой воздух, моя сфера обитания. За все. Кого из исторических персонажей вы считаете своими наставниками? Это из исторических персонажей. Да что не персонаж, что наставник. Ну, безусловно, я не могу... То есть мы сегодня говорили и о Николае Островском, мы сегодня говорили и о величайшем человеке, я считаю, и политике, и гении человеческом, это Владимир Ильич Ленин, тоже исторический деятель высочайшего уровня. Много. Это самые ближайшие. Поэтов и классиков литературы к историческим деятелям можно отнести или нет? Но вся советская и вся русская литература для меня – это мои наставники. О каком поступке вы больше всего сожалеете, а каким гордитесь? Я вообще человек не гордый, а поступок, которым я горжусь, я не знаю, поступок. Что я пытаюсь не изменять ни своим убеждениям, ни своим помыслам, ни своим мыслям, ни своему отцу и матери, ни своей родине. Это, я считаю, это стремлюсь я к главному поступку в своей жизни. А чего стыжусь? О чем сожалеете? О чем сожалею? Больше всего. Наверное, о чем сожалею? О чем сожалею, что был в моей жизни и в жизни нашей страны 91-й год. Больше всего сожалею. Я сказал, что это для меня, это и личная, какая угодно трагедия. Вот это больше всего сожалею. Жизненная кредо Владимира Васильевича Крешетова – это… Хотел сказать почти, что как у Ильфа и Петрова всегда, да? Вот. Да нет у меня жизненного кредо, и никогда я об этом не задумывался, вообще, откровенно говоря. Нет у меня жизненного кредо. А кредо, наверное, то, что оставаться всегда и везде, прежде всего, человеком. Спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо. Это были беседы у камина. С нами сегодня размышлял о городе и о себе Владимир Васильевич Крешетов. Удачи вам!